Привет! Это Женя Тимонова и португальский сезон «Все как у зверей» – программа о том, в кого люди такие. И сегодня при поддержке мобильного оператора Йота мы поговорим о мужской слабости. Об одной очень любопытной мужской слабости. А еще о педофилии, в хорошем смысле, на примере женщин и собак. У мужчин есть одна очень странная слабость. Они без ума от слабых женщин. И это действительно очень странно, потому что вообще-то все наши предпочтения эволюционно обоснованы. И в партнере нам нравится то, что хорошо для совместного заведения с ним детей. То есть красота – это здоровье и хорошие гены, доброта – это вклад в семью, интеллект – это доступ к ресурсам, стройность – это активность, упитанность – это тоже пригодится, и так далее. Но что может дать моим детям моя слабость? Ведь это даже не качество, это отсутствие качества. Слабая мать, это даже звучит как-то жалко. А вот слабая женщина звучит маняще и многообещающе. Вот откуда у нас взялся этот парадокс. А этот парадокс взялся у нас от экономии. Дело в том, что природа, как и всякая рачительная хозяйка, никогда ничего не выбрасывает, зато может бесконечно перекраивать одно из другого. И вот так из плавников рыбы получились лапы лягушки, плавники дельфина получились из ног пакицетуса, зубы акулы получились из акулей чешуи, хобот получился из верхней губы, а икота из рефлекса, которым головастики перекрывают легкие во время дыхания жабрами. И даже если мы скажем: господи, икота-то нам зачем? Рачительная хозяйка ответит только: а куда я ее дену? Подождите миллион лет другой, может, само рассосется. И этот принцип справедлив не только для физических частей, но и для психологических структур. И на них он работает даже лучше, потому что из одной лапы у вас получится только одна ласта, и лапы у вас уже не будет. А вот из одного крепкого, хорошего, нажористого инстинкта можно накроить сколько угодно производных инстинктов. И при этом изначальный тоже останется при вас. У приматов вообще и у человека в особенности очень мощный родительский инстинкт. Мы обожаем своих деточек, потому что это единственный способ заставить себя столько лет с ними возиться. И чем сильнее родитель любит своего детеныша, тем больше у этого детеныша шансов. А если родителей сразу двое, то и шансы у него вырастают сразу вдвое. И вот для того, чтобы связать друг с другом пару родителей на долгие годы, природа рекрутировала наш мощный родительский инстинкт и сделала из него романтическую любовь. Надо сказать, мы далеко не первые придумали использовать родительский инстинкт в сексуальных целях. Этот прием работает у очень многих видов животных, и особенно его любят птицы. Вот смотрите, это их брачные игры. Вот так вот птенец выпрашивает у родителей корм, а вот так вот родители его кормят. И у млекопитающих то же самое. Многие виды хищников выкармливают своих детенышей, отрыгивая полупереваренную пищу. И это нашло отражение в их брачных играх. Да и вообще во многих проявлениях звериной любви. Вот именно поэтому собака всегда целен своим слюнявым языком точно вам в губы. И отсюда же, кстати, произошел и наш воспетый поэтами романтический поцелуй. Это символическое кормление методом рот в рот. Извините, если вы этого все еще не знали. Но детеныши бывают не только голодные, они еще и беспомощные. Поэтому надо изобразить и беспомощность. Но это уж совсем просто. И вот с помощью таких вот элементарных приемчиков и запускается наша любовь, работающая на старом, но мощном движке родительского инстинкта. И мужчины теряют голову от женской слабости, и кто девушку кормит, тот ее и танцует. Но ведь родительский инстинкт у всех одинаковый. Тогда почему женщины совершенно не в восторге от вида беспомощного мужика? Дело в том, что у нас при выборе партнера есть другой и более важный критерий. Муж и отец наших детей должен быть прежде всего защитник и добытчик. И вообще как-то полезен в хозяйстве. А изображать детеныша специально ему совершенно не обязательно, потому что мы с нашим мега развитым эмоциональным воображением с детства умеем нянчиться даже с совершенно неодушевленными предметами. И поэтому уж, конечно, без всякой дополнительной стимуляции легко разглядим в любом Валуеве маленького мальчика, который сейчас пойдет к мамочке. А вот для того, чтобы разбудить мужской родительский инстинкт, надо трясти его посильнее. Потому что иначе до него очень не скоро дойдет, что перед ним та самая маленькая беспомощная девочка, которая и есть взрослая женщина его мечты. Да, наша любовь – это такая вот гремучая, дремучая смесь из родительского инстинкта и сексуальных позывов. И выражается это в том числе в нашей такой дурацкой, но такой приятной склонности к любовному сюсюканью и мимимиканью, от которого начинает тошнить любого нормального человека, кроме человека любящего. Потому что язык – это слепок психики и в том числе ее инстинктивной части. И именно оттуда у нас все вот эти вот крошки, детки и малышки в адрес совсем не крошек, не деток и не малышек. Впрочем, мы и правда недалеко ушли от собственных деточек. Вам, конечно, будет приятно узнать, что все гомо сапиенсы педоморфы. От греческого пейдос – ребенок и морфе – форма.
Мы похожи не на взрослых обезьян, а на обезьяньих детенышей. И в своей эволюции мы морфологически застряли в детстве. И более того, продолжаем в него углубляться. Каждая новая генерация в развитых странах становится все педоморфнее и инфантильнее. И это заметно и по мужчинам, и по женщинам. Голова у нас все больше, кожа все тоньше, шерсти все меньше, черты лица все мягче, губы все пухлее. И, в общем, налицо все прогрессирующие признаки бэби-шейпа. Я так думаю, что в будущем вообще не будет проблемы педофилии, потому что, кому надо приставать к детям, когда полно точно таких же взрослых. И ведь это еще не все, что природа умудрилась накроить из нашего родительского инстинкта. Есть такая гипотеза, что приручать диких зверей мы начали не с того, что заподозрили в них какую-то пользу, а с того, что нашли их детенышей такими милыми, что ни сожрать, ни выбросить их было невозможно. И древние женщины натурально грудью выкармливали вот этих маленьких волчат, ягнят, козлят, свинят и всех остальных. Ну а потом уже у этого обнаружилась и практическая польза. Кстати, примитивные племена до сих пор таким образом выкармливают разных звериных детенышей, в том числе обезьяньих младенцев. И делают это исключительно из родительского инстинкта, а никак не для пользы по хозяйству. Потому что нет ничего в хозяйстве более бесполезного, чем домашняя обезьяна. Да что примитивные племена? Среди моих вполне прогрессивных знакомых полно тех, кто относится к своим домашним животиночкам так, что иногда хочется сказать: а вы знаете, что вообще Боря не ваш ребенок? Но страшно, потому что милейшие хозяева Джек Рассела Бори мало того, что мне не поверят, так еще поди откажут в знакомстве за посягательство на святое. Итальянские психологи, кстати, исследовали этот момент и пришли к тому же выводу. Те эмоции, которые мы испытываем по отношению к нашим питомцам, детерминированы нашим родительским инстинктом. И это справедливо не только по поводу собак, но и вообще по поводу всех. От канареек и хомяков до черепах, у кого-то даже и богомолов. Ой, ты моя хорошая. Отлично. Вот сколько всего полезного может хорошая хозяйка накроить из одного родительского инстинкта. А еще с его помощью можно выращивать детей. С вами было все как у зверей. Пока!